Я жил с детства недалеко от Перми, в часе езды. Поселок Крым называется. Называется потому, что во время войны из Крыма туда перевезли все химические заводы. И весь Крым химики, у меня родители химики. Там прямо в Крыму праздник есть, День химика. Никто не знает больше о нем, кроме тех людей, кто живет в Крыму. В детстве я все детство в футбол играл, потому что у меня папа, мне там уже 60, и он по воскресеньям с мужиками гоняет в футбол. И я просто всегда после школы приходишь, закидываешь портфель, и все, до вечера. Там без разницы, 2 человека или 10. Главное, чтобы был второй. С родителями отношения у меня сейчас, я думаю, максимально близкие и хорошие за все время, что было, потому что это уже отношения как взрослых людей, скажем, а не ребенка и родителей. В плане рисования это всегда только там поддерживали. Мама у меня, короче, всех шрифты ведь умеет читать, как бы, не только мои, а прямо она шарит. Скорее не из-за граффити, началось-то с хип-хопа все, с Децела, и потом уже рэпер из меня никакой, это надо болтать без перерыва уметь. Диджей тоже как-то это не получилось бы начать, слишком много надо барахла, чтобы быть диджеем. А рисовать на листочках я и в целом рисовал всегда. И вот, видать, и пошло это дело. Да, одиночество для меня это отличная тема, скажем так. Я считаю вообще, что если человек не может наедине с собой находиться, то у него проблемы какие-то есть. Потому что, как с собой? Я вообще не скучаю, ни разу не скучал, типа, будучи один. У меня миллион занятий, мне не хватает, наоборот, времени это сделать все, что бы я сделал. В Перми есть люди, кто бы мог порисовать, но у них уже в силу скопленных каких-то жизненных обстоятельств и обязанностей у них нет времени, нет средств, чтобы по-хорошему именно, чтобы там не на 1000 купить 3 баллончика, а именно по-хорошему, чтобы сделать что-то нормальное. Как бы понятно, что я хожу рисовать с ними, но там именно это приятное времяпрепровождение и пшиканье вместе. Но тут нет какого-то продакшена, как бы. У меня с подчинением проблема. Я не могу слушать, кивать головой. Мне по-своему надо делать все. Как бы я просто вижу какой-то более рациональный путь, и что можно сделать так. А где-то на работах зачастую не важно рациональность и здравый смысл. Там важно делать, как тебе сказали. И вот я бы долго не проработал там на каком-то заводе, я бы просто вообще, и, мне кажется, недели не продержался. Работал веб-дизайнером, но там также пошло, по сути. Потому что надо вникать, интересоваться это дело и как бы серьезно уже работать. А я думал, что типа похожу на работу и все, нормально будет, все получится. Но уметь рисовать недостаточно, чтобы быть хорошим веб-дизайнером. Чтобы быть мастером в каком-то деле, надо хотеть быть круче всех. Или просто шабашником, так и будешь. Нравится мне в России жить, потому что я русский. Тут как бы все душевно, все по-своему, как бы. Есть много тупорылых всяких моментов, но это исторически так сложилось. Как бы понервничаешь и потом уже посмеешься, скажем так. Глупых людей я не люблю. У меня нет их в кругу общения, потому что, то есть я легко могу не общаться с человеком. Если вот такие люди где-то существуют рядом, как-то пересекаемся, то как бы привет, и все. Мне неинтересно что-то у них спрашивать. Если им что-то интересно, я отвечу и как бы так. Чтобы они поняли, что больше не надо ничего спрашивать.
мысли завершить карьеру граффити-художника, даже если бы она посетила меня, как я себе вижу, это невозможно, потому что это у меня как вирус в башке сидит. Он когда-то в школе засел, и вот все, не вывести его, там нет противоядия. Но самое, как сказать, тяжелое препятствие в творческой карьере, я думаю, было в самом начале, вот когда я жил в Крыму. Все началось, у нас там, не знаю как так, повезло, но у меня в классе прям было 3 чувака, вот мы втроем, кто вот из всей параллели мы рисовали граффити. И у нас там команда была там, но с ними быстро все стало ясно. И вот этот был момент, что я в итоге это делал в одного. И, ну, это вот сложно. Еще вот тогда были времена, что вот ни инфы нет, ничего как бы. И вот где-то вот это в башке это все засело. И вот тогда это отчасти как свербило прямо, что что-то хочется, но ты не знаешь ничего об этом, ты не умеешь это, и как бы, а хочется. И вот, ну и вот как-то все, сидел просто дома, рисовал. И в какой-то момент вот появился интернет, и там уже понял, что вот в Крыму от этих личностей ничего уже не стоит ждать, что надо уже двигаться, типа в одного это слишком уже сложно. Надо уже каких-то искать. Все, в Перми-то я уже ездил в Пермь, и по городу-то видно, что прямо все тегают. И вот в Перми уже пошла прям волна такая активная. Бывают моменты, что типа не рисуется, но это хорошие моменты, я считаю. Надо делать другое, просто такой момент. А потом оно всплывет само, когда станет надо. Как в моем понимании, я за собой с депрессией не было у меня их. Возможно, со стороны как-то. Для кого-то, может, вот я сижу дома неделю, это может кто-то думает, что я там в депрессняк дикий впал, что там я не появляюсь нигде. Но для меня как бы нет. У меня их не бывало, я считаю. И это странно. Это уже человек, я думаю, сам себе выдумывает. Это вот в школе в какой-то момент я понял, что живя в Крыму, так я останусь в болоте. И это конкретный был момент, когда это понимание пришло. То вот так же сидел дома, рисовал себе скетчик, а это был вот уже класс 8, когда там у одноклассников уже начались тусовки, бухаловки, вот это. И вот я сижу дома, и они пришли ко мне в гости, не знаю, я в целом, сейчас бы я и не пустил даже такую публику. Но тогда как бы я не мог это говорить нет, как бы, потому что завтра же мне весь день бы меня заебывали в классе. И вот я пустил, они что-то ходят, и я пустил их и сел, видимо, дальше рисовать. Типа, мне у них пофиг, мне там дорисовать, видимо, надо, не знаю. И вот я сижу, рисую, вот тело такое пьяненькое, с полторахой стоит, такое делает глоточек смачненький. Бля, и вот ты вот эту хуйню целый день делал, а мы там, бля, так верещали, вот тебе заняться нечем. И вот, короче, ну вот все в таком роде. И вот прямо спасибо ему за это, я все понял в ту секунду. Мысли о смерти, если честно, ну, никогда, может, громко сказано, но не посещают особо. Как-то я не знаю, зачем об этом думать, не знаю. Типа бояться этого и пытаться успеть все сделать. Мне кажется, это лишняя суета. Как бы это наступит, ты особо на это повлиять не можешь. Зачем за это заморачиваться? Получается, смысла особо нет.